Добрый день! Сегодня мы с вами побываем на скальном плато Сигирия, которое является главной достопримечательностью Шри-Ланки. Чтобы попасть в Сигирию пораньше и до солнцепека, нам пришлось выехать из отеля очень рано, в 4 часа утра. Так как наш отель находился в Аскадове, то утренняя дорога заняла около 4 часов. Был небольшой трафик. А вот назад мы возвращались более 5 часов. Позавтракать в отеле мы не смогли и взяли с собой ланчбоксы. Гид нам предложил перекусить в придорожном кафе, тем более, что там можно было дополнительно взять чай или кофе. Попав в это заведение, мы были приятно удивлены. Хозяева ресторана с любовью за всем здесь ухаживают. Чистая и аккуратная территория, дорожки, кругом все зелено, растут различные деревья и растения, много бамбука. А вы знаете, наверное, что бамбук является одним из крупнейших и самых быстрорастущих растений в мире. Высота взрослого бамбука в естественной среде обитания достигает 35 метров, а его побеги за сутки могут вырастать на 70-90 сантиметров. Мы остались очень довольны этим ресторанчиком. Здесь приветливый персонал, все было просто супер. Хорошо позавтракав, с поднявшимся настроением, мы продолжили свое путешествие. Итак, Сигирия. Вход в этот комплекс платный, для туристов $30, для местных жителей в разы меньше. В эту цену включен осмотр прилегающей территории, подъем на скалу и посещение музея. Билетная касса расположена в 100 метрах от главного входа. Открыт комплекс с 7 утра и до 6 вечера. По пути мы увидели много растущих лотосов. Рядом с билетной кассой расположен музей, в котором можно узнать об истории этого места, проведении раскопок, реставрации и тому подобное. Экспонаты представляют собой в основном документы и фотографии. Фотографировать внутри музея запрещено. Недалеко от касс нам встретилась интересная обезьянка с белой шерстью. Такой раньше мы на Шри-Ланке не встречали. В основном здесь преобладают обыкновенные обезьяны. Мы движемся по центральной аллее к самой горе. Сады Сигирии – одна из главных достопримечательностей этого комплекса. Они простираются на запад от скалы и представляют собой симметрично спланированный парк, оснащенный сложной гидравлической системой. Сады делятся на 3 отдельных участка – сады камней, водные сады и сады-террасы. В сезон дождей все каналы, соединяющие прямоугольные водоемы, заполняются водой, которая начинает циркулировать по всей территории. Зона с бассейнами окружена живописным садом с богатым разнообразием деревьев. Вот вдалеке показалась и сама скала. На лужайке лежал варан, он практически не реагировал на туристов.
Наш гид показал, как некоторые растения при опасности сворачивают свои листья на полчаса. При подходе к подножию скалы на террасах можно увидеть большое количество огромных валунов, самых замысловатых форм и размеров. Это каменные сады Сигирии. На этом месте раньше был храм. На многих глыбах высечены ступеньки, по которым можно подниматься. Вот и началось наше восхождение на скалу. Подъем на нее не очень сложный и тяжелый, хотя придется преодолеть 750 ступенек, а это что-то около 60 этажей. Практически на всем протяжении подъема есть ступени и перила, поэтому восхождение будет по силам почти каждому туристу. Маршрут движения для осмотра строго определен, так что заблудиться тут невозможно. Нужно просто идти туда, куда идут все. И возьмите с собой достаточное количество питьевой воды, здесь вы ее не купите. Примерно на середине подъема вы увидите стену с сохранившимися фрагментами фресок. Раньше их можно было фотографировать, сейчас запрещено из-за вспышек фотокамер. Они вроде бы вредно воздействуют на фрески. Недалеко находится зеркальная стена. Сегодня зеркального эффекта у нее не сохранилось, а в прежние времена она полировалась настолько тщательно, что, прогуливаясь возле нее, король мог видеть свое отражение. Мы попадаем на площадку, где находятся знаменитые львиные лапы, через которые происходит дальнейший подъем на вершину. Подъем здесь более крутой и часто образовываются пробки из туристов. На этой площадке можно увидеть много обезьян. Они ждут от туристов еды, поэтому не забывайте брать побольше бананов. Не давай, Набрала воду? Да. Ну а вот что там такое? Что там? Мечта.
также оказались не только обезьяны, но и собаки. Вот для них у нас ничего не было. На заключительном этапе маршрута мы поднялись на плоскую вершину горы, где раньше располагались царские покои. Это, пожалуй, самое интересное место во всей Сигирии. Виды с вершины потрясающие. Здесь можно увидеть остатки дворца, трона, царского бассейна. А когда-то здесь был роскошный дворец, вокруг которого были разбиты сады, в которых были едва ли не первые в мире фонтаны. Вход в гору был выполнен в виде огромного льва. Сейчас от него остались только лапы. И поэтому это место получило название Сигирия, что дословно в переводе с сингальского языка обозначает «львиная гора» или «львиная скала». Спуск с вершины до львиных лап проходит по той же лестнице, что и подъем, а дальше уже по другому маршруту. В целом времени на посещение самой скалы и музея уйдет около 2 часов и еще около часа на прогулки по окрестностям. Рекомендаций по одежде нет. По обуви одевайте обувь с нескользящей подошвой, желательно кроссовки или мокасины. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Smart Travel. Вас ждет еще много интересных видеообзоров. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!